so much about it, so it's great that I get to be here. Но я много слышал, поэтому по-настоящему замечательно, что я могу здесь сегодня находиться. And every time that I speak with a new audience, it is always my intention that I give you my absolute best. Каждый раз, когда я выступаю перед новой аудиторией, каждый раз мое главное желание и цель – это отдать вам наибольшее, выступить как можно лучше. And I take it as my sacred duty to have you something very powerful when you leave here today. Я считаю это своим священным долгом, когда вы покинете сегодняшний вечер, чтобы вы научились что-то по-настоящему важному и мощному. Because the powers of the mind are the greatest powers that we possess. Потому что сила разума – это самая мощная сила, которой мы владеем. Now, 40 years ago, I made some very remarkable discoveries about the powers of the mind. 40 лет назад я открыл по-настоящему необычайные вещи по поводу силы разума. And what I discovered is that everything is made up of vibrations of energy. И что я выяснил, это то, что все, что мы видим вокруг, все, что существует вокруг нас, состоит из вибраций энергии. These walls here are made up of vibrations of energy. Эти стены в этом зале состоят из вибраций энергии. The seats that you're sitting on are made up of vibrations of energy. Стулья, на которых вы сидите, состоят из вибраций энергии. Our bodies are made up of vibrations of energy. Наше тело состоит из вибраций энергии. And our thoughts are made up of vibrations of energy. И наши мысли также состоят из вибраций энергии. Our thoughts are made up of the exact same substance as physical reality. Наши мысли состоят из того же вещества, из которого состоит наша Вселенная вокруг нас. And this is quite extraordinary to realize that our thoughts are real forces. И осознание того, что наши мысли являются настоящими реальными силами, это потрясающее осознание. And everything in the whole universe is made up of vibrations of energy. И то, что все вокруг нашей Вселенной состоит из вибраций энергии. And we are connected to this vibration of energy. И что мы связаны с этими вибрациями энергии. We are connected to everything. Что мы связаны со всем вокруг. Now, what happens with our thoughts is that normally we just think them randomly. We don't really realize the power that they have. Но как обычно происходит? Мы считаем, что наши мысли происходят в случайном порядке, возникают. Мы не считаем, что они обладают какой-то настоящей силой. So what I'm going to do in our sessions today is that I'm going to explain to you the science of mind power. И поэтому, что мы будем делать сегодня в течение нашей первой сессии, я хочу объяснить вам научную составляющую понятия сила разума. So that you understand that it is everything that I'm going to say to you is based upon absolute fact and science. Чтобы вы, в свою очередь, поняли, что все то, о чем я буду вам сегодня говорить и учить, основано на науке. And then I'm going to take and show you the techniques of how to work with mind power. А потом я покажу вам техники, которые можно использовать для того, чтобы использовать силу разума. And what you're going to discover is that I'm very technique-oriented. И вы, по ходу моего выступления, вы выясните, что я очень сильно ориентируюсь и фокусируюсь на практическое применение техник. It's no good having concepts about life or about the powers of your mind unless you can apply them. Бесполезно иметь теоретическую концепцию о жизни или о разуме, если вы не сможете ее потом использовать. You can have the greatest concepts in the world, but if you can't apply them, they're of no use to you.
Вы можете владеть потрясающими знаниями и концепциями, но если вы не можете их использовать, тогда они бесполезны для вас. And so I'm very technique-oriented. Поэтому я очень ориентирован на техническую составляющую. And I'm very big on success. И я очень много говорю об успехе. Our success is extremely important to us. Потому что наш успех чрезвычайно важен для нас. Your success helps many people, and your failure helps no one. Ваш успех помогает огромному количеству людей, а ваша неудача не помогает никому. And I want you to think about that. Think about the fact that your success does indeed help many people. Я хочу, чтобы вы задумались об этом, что на самом деле ваш успех помогает огромному количеству людей вокруг вас. For example, obviously it helps yourself. Например, естественно, он помогает вам. You get to have a better lifestyle. You have more abundance. You have more money. You have more options in how to live your life. So it's very obvious the benefits that come from your personal success. Естественно, для вас это означает, личный успех означает больше изобилия, улучшенное финансовое состояние, лучший стиль жизни. Поэтому, естественно, личный успех в первую очередь приносит пользу вам. But there's also many other benefits. Но существует также огромное множество другой пользы для других. Your family will benefit. Ваша семья, Your friends will benefit. Ваша семья, ваши друзья получат пользу от вашего успеха. Your clients and associates and customers will benefit. Ваши клиенты, ваши коллеги также будут в лучшей ситуации от этого. The Ukrainian economy will benefit. Экономика Украины улучшится. The merchants that you purchase things from will benefit. Продавцы, у которых вы покупаете какие-либо товары, их финансовое состояние улучшится. And as being successful, you have the vibration and energy of success, and people can look and say, that person is successful, I too can be successful. И будучи успешным, вы будете излучать вибрации успеха, и люди, смотря на вас, будут говорить, если этот человек достиг успеха, я тоже смогу быть таким успешным. So your desire for success should be built upon a very strong moral and spiritual foundation. Поэтому ваше желание достичь успеха самому должно основываться на очень глубоко моральном и даже духовном основании. And that way, when you're striving for success, you are always thinking of all the benefits that are going to come, not just to you, but all these other people. Чтобы когда вы будете стремиться к успеху, вы постоянно держали в поле зрения ту пользу, которую вы принесете другим людям вокруг вас, а не только личную выгоду. Your success is helping to make Ukraine great. Потому что ваш успех поможет сделать Украину лучше. And so what happens is when you think like this, thank you. Спасибо. Что происходит, когда вы думаете с такой точки зрения? And you have a wonderful country. Кстати говоря, у вас потрясающая An страна. extraordinary country. Замечательная страна. And it will become great because of its people. И она станет великой благодаря своему народу. And so, and who does your failure help? А кому помогает или поможет ваша неудача? It doesn't really help anybody. На самом деле никому она и не помогает. Now, maybe you will learn a life lesson from it. Возможно, вы вынесете какой-то важный урок из этой неудачи. Maybe as a result of failing, you will realize something about yourself or your life that is valuable to you. That is possible. Возможно, в результате неудачи вы выясните что-то о себе или о жизни. Это возможно. But nobody else is going to benefit. Но никто другой не получит никакой выгоды от вашей неудачи. So I have a saying. Поэтому у меня есть поговорка. Don't be selfish, succeed. Не будьте эгоистами, достигните успеха. Make your success part of your challenge. Спасибо.
Now notice that how I'm framing this and explaining this. Сделайте ваш успех частью своего вызова. И заметьте, как я преподношу вам то, что я говорю сейчас. Because you see, what it is you are creating what I call a model of reality in your mind. Потому что то, что происходит, то, что мы все делаем, я называю это таким процессом создания модели реальности. And this model of reality will help create your life. Та модель реальности, которую мы создаем, поможет вам создать вашу жизнь. And I'm going to talk a little later about the subconscious mind and how you can imprint beliefs into the subconscious that will work for you day and night. Чуть позже я поговорю о нашем подсознании и как вы можете впечатывать в свое подсознание убеждения, которые вследствие помогут вам в вашей жизни. But what I'd like to do first is I would like to explain to you the 6 laws of the mind. Но я хотел бы начать с того, чтобы объяснить вам 6 законов разума. The first law of the mind is that thoughts are real forces. Первый закон разума гласит: мысли являются реальными силами. That every thought that you think is a force, a vibration, an energy, and is having an effect in your life. Every thought. Другими словами, каждая мысль, которую вы когда-либо испытывали, мыслили, имеет вибрацию, энергию, настоящую силу, которая влияет на вашу жизнь. These are not meaningless little nothings that are inside us. Это не просто какие-то бессмысленные слова, которые пролетают у нас в голове. Our thoughts are very powerful forces. Наши мысли на самом деле обладают огромной силой. And the second law of the mind Второй закон разума гласит, is that the mind is a sending and receiving station of thought. Что разум находится в состоянии приема и отправления информации и мыслей. Sending and receiving happening all the time. Другими словами, отправка и получение мыслей происходит постоянно. That your thoughts are forever. Oh, we're going into the darkness. Мы уходим в темноту. We're going into. There's an exchange happening here. Сейчас у нас произойдет интересный обмен. One moment. Так что. It is so good to be in Kiev. Мне очень приятно находиться сегодня в Киеве. Finally. Наконец-то. Finally, I got to be in. Наконец-то я попал сюда. Сейчас просим минуточку. Good. Now I have my hands free. Yeah. Теперь я получил свободный контроль над своими руками. This feels better. Вот так намного лучше. This is more comfortable. И намного комфортнее. Okay, so the second law is that the mind is a sending and receiving station of thought. Итак, второй закон гласит, что разум находится в постоянном процессе приема и отправления мыслей. So we can send our thoughts beyond ourselves. Другими словами, мы можем проецировать наши мысли изнутри нас в окружающий мир. Our thoughts don't just remain in our mind. Наши мысли не остаются только запертыми в нашем разуме. You see, we are connected to the energy web of all reality. Потому что мы соединены с энергационной сетью, паутиной всего вокруг, всего существующего вокруг нас. And what happens with your thoughts is they travel through the energy pathways of all reality. И поэтому что происходит? Ваши мысли путешествуют по этим каналам энергии во Вселенной.
And they attract the people, the circumstances, the events, the synchronicity that matches the images that you have within. И они притягивают события, людей, какие-то случайности, они притягивают их в вашу жизнь, следуя тем картинкам, которые у вас есть в голове. And this is revolutionary. И это революционно. Our thoughts don't remain in our mind. Как? Наши мысли не заперты только лишь, не ограничены только лишь нашей головой. You know, the old system was, oh, think positive. Старые учения всегда гласили: думайте позитивно, думайте положительно. And I'm a big believer in positive thinking. There's nothing wrong with positive thinking. Я не говорю, что положительное мышление является чем-то плохим. Я очень поддерживаю этот метод. But positive thinking is more like being confident and expecting the best. Но положительное мышление, как мне кажется, это попросту означает быть положительным и надеяться, то есть быть уверенным в себе и надеяться на лучшее. Mind power is something entirely different. А сила разума — это совершенно другое. This is understanding the laws of the universe. Когда вы обладаете силой разума, вы понимаете законы Вселенной. This is understanding that we're connected to everything. Владеть силой разума означает понимание того факта, что мы соединены со всей Вселенной. This is learning how to use the laws in our life so we can be tremendously successful. Это понимание законов жизни, чтобы мы могли в результате этого быть очень успешными в жизни. And why are we tremendously successful? А почему мы очень успешны? Because our success helps many people. Потому что наш успех помогает огромному количеству людей. And our failure helps nobody. А наша неудача не помогает никому. And because we want to help many people. А мы хотим помочь людям. And so we commit ourselves to our success. Поэтому мы посвящаем себя достижению личного успеха. And the most powerful way of committing yourself to success is to learn to use your mind properly. А самый мощный способ посвящения себя цели достижения успеха — это правильное использование, освоение силы разума. That's what's going to make you powerful. Вот что по-настоящему придаст вам силу. The third law of the mind. Третий закон разума Is that it's the law of attraction. Это закон притяжения. And the law of attraction states that thoughts that are emotionalized become magnetized and attract similar and like thoughts. Закон притяжения гласит, что те мысли, которые также окружены сильной эмоциональной окраской, становятся подобно магнитам и притягивают к себе подобные вещи, подобные мысли и ситуации. So any thought that is thought with emotion becomes different. Другими словами, каждая мысль, которую вы обдумываете с эмоциями, изменяется, становится другой. And how does it become different? It becomes different because the energy of the emotion magnetizes the thought and attracts similar and like thoughts to it. Как она изменяется? Так, в результате того, что эмоции, которые вы испытываете во время продумывания этой мысли, превращают ее в магнит, и уже эта мысль, в свою очередь, притягивает к себе другие мысли, людей и события. So, for example, when you're angry or you're depressed, that is an emotion. Например, когда вы испытываете злость или расстройство, это также эмоции. And what happens is it attracts similar and like thoughts. И что происходит в это время? Вы притягиваете похожие по окраске мысли. And that's why if you've ever noticed that when you're down, when you're really feeling depressed and not 100%, all these other things start coming to you. И поэтому вы замечали когда-нибудь, что если вы чувствуете себя подавленным или расстроенным, или чувствуете себя каким-то разбитым, подобные же вещи начинают скапливаться и притягиваться вокруг вас. Вы замечали такое? And the same thing with the positive emotions. Но то же самое происходит и с положительными эмоциями. When you have a really strong desire to succeed. Когда вы испытываете по-настоящему сильное желание преуспеть, or you're very passionate about your product and service. About your what?
product or service. Или вы испытываете по-настоящему сильную положительную страсть по поводу вашего продукта, товара или услуги. Like you all here are with Amway. Ну, к примеру, все присутствующие здесь, мы работаем, мы строим бизнес Amway. And Amway has fabulous products and services. Amway производит прекрасные продукты и услуги. And yes, I acknowledge that. Да, я признаю это. And if it didn't, then you shouldn't work for them. Если бы Amway не производил такие товары, так вам не стоит тогда работать в сотрудничестве с такой компанией. You should always work for the best. Вы должны всегда работать с самыми лучшими. And Amway is one of the best. А Amway является одной из лучших. And so when you go out and you make your calls, then you can feel the energy and vibration of having the best. Поэтому, когда вы проводите встречи или звоните по телефону, вы должны почувствовать эти вибрации успеха. The fourth law is the law of control. Четвертый закон разума – это закон контроля. And the law of control states that we have the power and the ability to either entertain thoughts or dismiss them. И закон контроля гласит, что у нас есть власть отвергать мысли, либо продолжать с ними взаимодействовать. So any negative thought that is persisting in your mind is there because you're allowing it to be there. Таким образом, любая отрицательная, негативная мысль, которая вот засела у вас в мыслях, она там засела только потому, что вы позволяете ей. Because you have the power and the ability to either entertain thoughts or dismiss them. Потому что у вас есть власть либо отвергать мысли, либо продолжать взаимодействовать с ними. Now think about that for a moment. Задумайтесь об этом на секунду. Let's just stop and think about that. Давайте вот остановимся и задумаемся над этим фактом на секунду. You have the power and the ability to either entertain a thought or dismiss it. У вас есть реальная сила, у вас в руках власть либо отвергнуть мысль, остановить ее, либо продолжать ее активировать. You have that ability. У вас есть такая способность. And thoughts are real forces. А мысли обладают реальной силой. And you can either entertain thoughts or dismiss them. Вы можете либо поддерживать их, либо останавливать. So any negative thought that is persisting in your mind is there because you're allowing it to be. Поэтому любая негативная мысль, которая никак не уходит у вас из головы, находится там только потому, что вы позволяете ей. And it's a lot like the parable of the two monks that were on a journey. Это сродни притче о двух монахах, которые путешествовали. And these two monks, they came to a river, and by this river was a very beautiful woman. Два монаха подошли к реке, а у берега реки сидела очень красивая молодая женщина. And the woman said, "Please, will one of you two monks carry me over to the other side? The river is too wide, the current is too swift." И женщина сказала монахам: не может ли один из вас помочь мне перенести меня через реку, потому что течение слишком сильное и река слишком глубокая. And the two monks looked at one another because you see they had taken a sacred vow to not so much as even touch a woman. А два монаха переглянулись друг с другом, потому что они дали священную клятву никогда даже не то чтобы прикасаться, даже не заговорить с женщиной. And then suddenly the older monk bent down, he picked up the woman, he carried her over to the other side, and then he put her down. Но вдруг тот монах, который был старше, взял женщину на руки, перенес ее через реку и поставил на ноги на другом берегу. And then they continued on their journey. И дальше два монаха продолжили свой путь.
And the younger monk couldn't believe what had just happened. А молодой монах поверить не мог в то, что только что произошло. And an hour went by and not a word was said between them. Час прошел, ни слова они не произнесли друг другу. 2 hours went by. 2 часа прошло. 3 hours went by. 3 часа прошло. 4 hours went by. 4 часа And прошло. then suddenly not a word has been said. И вдруг они не говорили ни слова за все это время. And suddenly the younger monk couldn't handle it anymore. И вдруг молодой монах больше не мог сдержаться. And he turned to the older monk and he said, "How could you have done that? How could you have carried the woman to the other side?" И он повернулся к своему более старшему монаху и сказал: "Как ты мог это сделать? Как ты мог взять женщину на руки и перенести ее на другую сторону реки?" And the older monk looked at him and he was all surprised. А другой монах посмотрел на него и очень удивился. He said, "Oh, are you still carrying her? I put her down 4 hours ago." И сказал: я положил ее на землю 4 часа назад, а ты все еще несешь ее в своей голове. And the question that I would like to ask you is, how much are you carrying around inside you that you should have put down a long И time вопрос, ago? который я хочу задать вам: а сколько всего вы несете в своей голове из того, что вы давно уже должны были поставить или выбросить? How many past mistakes? Сколько ошибок из прошлого? How many regrets? Сколько сожалений? How many grudges that you're holding against other people? Сколько чувств мести вы держите на других людей? How much garbage are you carrying around inside you Сколько мусора вы несете внутри себя, that should have been put down a long time ago? который нужно было отложить очень давно? And how long are you going to carry it? И сколько еще времени вы будете нести его? Your whole life? Всю свою жизнь, что ли? You're going to carry this stuff your whole life? Вы будете тащить весь этот мусор всю свою жизнь? Well, that would be unfortunate. Если да, то это будет очень печально. Because thoughts are real forces. Потому что мысли — это они настоящие реальные силы. And you don't need it inside you anymore. И вам не нужно нести все это в себе больше. Because the fourth law, the law of control, Потому что 4-й закон, закон контроля, says you have the power and the ability to either entertain thoughts or dismiss them. гласит, что у вас есть власть, у вас есть выбор: либо отвергать, останавливать мысли, либо продолжать с ними взаимодействовать. Now I'm going to give you 4 excellent techniques for eliminating negatives. Я познакомлю вас с 4 прекрасными техниками по избавлению от негатива. And that will be coming very shortly. И об этом мы поговорим очень скоро. I've come with all kinds of goodies for you. Я для вас привез кучу классных подарочков. I've come for all kinds of goodies for you. Я привез много всего интересного для вас. The 5th law is the law of insertion. 5-й закон, закон вкладывания. And the law of insertion states that we have the power and the ability to insert any thought of any type into our minds. Точнее, закон вложения. Он гласит, что у нас есть также сила и власть вложить любую мысль в свой разум. Now let's think about this for a moment. Давайте задумаемся об этом на секунду. We have the power and the ability to insert any thought of any type into our mind. У нас есть сила и способность вложить любую мысль, любого вида и порядка в свой ум. And thoughts are real forces. А мысли — реальные силы. And we have the power to insert any thought of any type into our mind. А у нас есть сила вложить любую мысль любого типа и вида в наш разум. And thoughts are real forces. А мысли обладают реальной силой. Can you suspect that there's something here that maybe you might be able to work with? Как вы считаете, есть ли в этой информации что-то такое интересное, что вы можете использовать? Every day I insert into my mind
thoughts of success. Каждый день я вкладываю в свой разум мысли об успехе. Every day I insert into my mind Каждый день я вкладываю в свой разум мысли об успехе. abundance. Мысли об изобилии. Every day Каждый день I insert into my mind thoughts of health. я вкладываю в свой разум мысли о здоровье.